Всем привет. Сегодня у нас расклад зеркала, порталы для демонов. Посмотрим, какой демон хочет пробиться к тебе через зеркало. Смотрим на колоде демонов, да, на Гаэти. И я думаю, что в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Но я предупрежу скептиков, вот этих вот скучных людей, у которых, как говорится, которые ни в Бога, ни в черта не верят, ну это не для вас. Просто не для вас. Мнительные. Мнительный тоже не стоит смотреть, потому что демоны нам в любом случае выпадут. Каждая карта — это демон. Итак, давайте начнем. Единички. Единички. Ну, тут понятно, да? Демон Эми. То есть, какой демон хочет пробиться к тебе через зеркало. Ну, он, знаешь, это такой паразит, который цепляется к тебе через твои невыплаканные слезы, через твои обиды старые. Он твоей болью от прошлого разрыва с человеком питается, которого ты по-настоящему любила, но он предал тебя. И вот этот демон, он специализируется как раз на эмоциональных травмах, которые много времени прошло. То есть тебя предали, и вот на фоне измены твоего мужчины он появился. Понимаешь? То есть вот эта рана не закрыта, она стала порталом. И материализуется в зеркалах как раз в те моменты, когда ты вспоминаешь лицо того человека. Ну или прокручиваешь в голове: эх, что было бы, если бы я там по-другому поступила. И вот его сила, она в том, что он копирует голоса из твоего прошлого, вызывает образы умерших родственников, чтобы ты поверила в его якобы добрые намерения. И он не случайно выбрал именно зеркала. Ты же постоянно проверяешь свое отражение, да? Ты что ищешь? Целлюлит, изъяны, грудь не то, лицо не то. И винишь себя за это. Вот он и активируется. Нельзя, глядя в зеркало, говорить, что ты какая-то не такая. Вообще нельзя. Какая твоя скрытая тьма притягивает этого демона? Ну, знаешь, это все дело в подавленном твоем гневе и запрете на власть. Ты же по натуре ты лидер. Но после того предательства ты вот заглушила в себе вот этот туз жезла. То есть вот эту самую внутреннюю силу, которая раньше тебя вперед двигала. И вместо того, чтобы использовать там свою харизму, свой огонь, ты начинаешь играть в жертву. Другим разрешаешь нарушать твои границы. Молчишь, когда тебя обижают. Боишься проявляться на работе. И ты развязала руки дьяволу. Он кормится твоей вот этой заблокированной энергией. Особенно той частью, что связано с компотностью, да, и с деньгами. Твоя тьма — это убеждение, что вот быть сильной опасно, которое ты переняла у матери, у бабушки. Ты даже не подозреваешь, как часто ты сама провоцируешь демона, когда заедаешь стресс вместо какого-то действия. Ты не действуешь, ты ешь. Вот у тебя ты не действуешь, ты вот, как сказать, ты не идешь вперед, ты ешь. Или когда вот выбираешь удобных, но нелюбимых мужиков. Когда подругам завидуешь. И тут же себя, конечно же, за это винишь.
Тут он и проявляется. Что этот демон шепчет тебе через отражение и чего вообще хочет? А он, знаешь, он впаривает тебе мысль, что одиночество — это нормально, это твоя карма. Вот каждый раз, когда ты смотришь в зеркало, да, поздно ночью, он шепчет тебе: ты сама виновата, ну, в том предательстве. Потому что ты любви недостойна. Ты достойна быть одной. И у тебя уже даже у самой якобы твои мысли, что я буду всегда одна. Я не найду своего того самого. Он специально подсовывает образы твоего бывшего, там с новой девушкой, как целует, что он там где-то, чтобы ты чувствовала себя никчемной. Его цель — это заставить тебя отказаться вот от связи вообще с людьми. Вот смотри, правосудие перевернуто, оно выдает его манипуляцию. Он убеждает, как будто твое страдание — это восстанавливает баланс вселенной там за прошлые какие-либо ошибки. А вот отшельник здесь — это его главный инструмент. Демон хочет, чтобы ты добровольно уходила в изоляцию. Посмотри вокруг. Ты сидишь одна в квартире, перестала гулять, ну, кроме как выхода в магазин. Выход в магазин и на работу — это не прогулка. Ты ушла в изоляцию. Ты перестала отвечать, когда подруги звонят. Ты замкнулась в 4 стенах. Ему как раз нужно, чтобы ты поверила, как будто духовный путь, он требует полного отказа от радостей. Вот тогда он окончательно закрепится в твоей энергии. Какой ритуал или ключ закроет портал и превратит демона в союзника? Ну, тут знаешь, тут союзником он не станет. Тебе уничтожить нужно связь. Как сделать это вот старую привязку к этому бывшему уничтожить? Возьми зеркало, вот то, которое, где ты чаще всего видишь проявление его. Заверни в ткань вот фиолетового цвета и молотком разбей вне дома. Осколки закопай под деревом сухим, именно под сухим, не под кленом там красивым, нет, чтобы дерево было сухое. Понимаешь? И нужно сказать: смерть старому, сила новому. Это вот по 10 мечей. Полный разрыв энергетических каналов. То есть бесповоротно, без каких-либо лазеек. 10 мечей — это окончательная смерть, которая не как вот аркан смерть, да? Аркан смерть — это начало нового, да? Смерть старого, начало нового. В 10 мечей это полная смерть, без возможности какого-либо восстановления. Понимаешь? Но демон не уйдет насовсем. Он сначала, знаешь, захочет якобы в союзника превратиться. Когда ты начнешь применять его в хватку, вот как сказать, поверишь, как говорится, его вот этим мы союзники, он тебя уничтожит. А вот карта Мир, она про то, что после чистки ты обязана заново выстроить свой режим. Вставать в одно и то же время. В одно и то же время ложиться вовремя, не позднее 23. Понимаешь? И вот 40 дней, вот после того, как ты это все сделаешь, визуализируй свою новую версию перед зеркалом. То есть не ищи изъянов, наоборот, ищи плюсы. Понимаешь? И все твои отражения — это твои инструменты на 40 дней. И если подошла к зеркалу: ой, у меня попа целлюлитна, ой, у меня прыщ, ой, у меня то, и вот эти вот поиски изъянов, то все, как говорится, коту под хвост. Вот так вот все. Давайте перейдем к второму варианту.
двоечки. Какой демон хочет пробиться к тебе через зеркало? Ну, тут понятно, да? Демон вуал. Это, знаешь, вот он через твои же непроработанные эмоции лезет. Он вот по манипуляциям через старые связи, особенно на обидах, он как на дрожжах, которые ты годами носишь в себе обиды. Он цепляется за твою привязанность к человеку из прошлого. Это вот как будто вот парень с татуировкой дракона. И ты до сих пор мысленно с ним разговариваешь, когда злишься. Вот этот вот эмоциональный якорь, он и стал его порталом. В отражениях он появляется вот между 3-4 часами ночи, когда ты встаешь водички попить точнее. Вот знаешь, вот замечала же, что когда идешь, что вот зеркало иногда мутнеет, извиняюсь. Это вот он давит на твою вишенку, блокируя горло, чтобы ты не могла о нем рассказать. Его цель — это выкачать энергию через чувство вины за вот тот разрыв, потому что ты до сих пор считаешь, что ты сама виновата. И, скорее всего, ты и виновата, потому что ты ему изменила. Ну, не изменила, а вот ушла, а потом другого сразу нашла. Бездействовать нельзя, он уже создал энергетическую петлю. Причем она вокруг твоей кровати. Отсюда у тебя постоянная усталость по утрам. Вроде должна вставать, как говорится, свеженькой, бодренькой, а ты наоборот просыпаешься усталой. Какая твоя скрытая тьма притягивает этого демона? Ну, знаешь, тут все упирается в твой страх быть брошенной, который ты прячешь за своей показушной уверенностью. И карты говорят, что ты годами копишь обиды на мать за ее холодность, там незакрытая рана с этим мужиком. Это все магнит для вот этой сущности. Ты неосознанно подпитываешь демона каждый раз, когда избегаешь серьезных отношений. Они у тебя поверхностные. С мужиком ходила на свидание, после 3-го ты исчезла. Это был не инстинкт, нет. Это у тебя программа страха, которую вот этот валак, да, он усиливает. Кормится он твоими мыслями в моменты слабости. Особенно, когда ты вот старые фотографии рассматриваешь в соцсетях, сравниваешь свою жизнь с другими девочками. Твоя анахата, она забита бетоном из-за вот этой детской травмы отвержения. И демон использует вот эту пробоину, чтобы садиться на сердечную чакру. И вот каждый раз, когда ты говоришь, да, там, я к отношениям еще не готова, отношения это не мое, вот ты ему, как говорится, доступ подписываешь своей собственной рукой, точнее, своей собственной энергией. Понимаешь? Ну, подписываешь доступ к твоей энергии и подписываешь энергией. Что этот демон шепчет тебе через отражение? Чего вообще он хочет, этот паразит? Ну, знаешь, он впаривает тебе ложь про справедливость. Вот я объясню. Когда вот каждый раз, когда ты видишь искажение в зеркале, он тебе нашептывает: ты должна их всех наказать. То есть, ты знаешь, ты человек, который считаешь себя, как сказать, вот, справедливой. Ты должна вершить справедливость, даже когда не спрашивали. Вот так вот скажем. Ты же гневные комментарии всем пишешь, ты же ругаешься, когда надо, жалуешься на всех. Это провокация на агрессию, это несправедливость. Это провокация на агрессию. Особенно там к подругам, к бывшим, к людям из интернета. Он хочет, чтобы ты вот написала какое-нибудь гневное сообщение той девочке из соцсети, что там вот так вот, а потом сплетничаешь о ней. Ну, там создаешь всякое вот это в соцсетях.
То есть это ловушка, это несправедливость, это искаженное понятие справедливости. Ты только проявляешь ярость. А вот этот демон сидит у тебя в зеркале и подначивает тебя. Потому что он получил полный доступ к твоей манипуре и начинает выжигать твою энергию. И признавайся, не признавайся в этом, но ты становишься энергетическим вампиром. Вот это твое, как сказать, чувство справедливости якобы обостренное, это несправедливость, это твоя злоба клокочет. А цель демона — превратить тебя в марионетку. Для своих же атак, там через вот эти, как его называют, забыл. Представляешь? Ну, вот эти все ВКонтакте, всякие вот эти вот Инстаграмы, соцсети. И в ночных отражениях он показывает тебе фальшивые сценарии мести. Если зеркало у тебя в спальне, то добро пожаловать. Он тебе нашептывает по ночам вот эти сценарии мести, как ты там, якобы у тебя, как называется-то, забыл, сейчас только называл. Обостренное чувство справедливости. И вот эта вся лапша, в которую ты реально веришь. Ты публично унижаешь людей. Ты на работе тоже. Все у тебя, как сказать, не на своих местах на работе. Но это не твои мысли. Это вот как раз его уколы, его инъекции. Он жаждет, чтобы ты совершила реальный поступок в гневе. Потому что сейчас это мелко, да? Ты пока считаешь, что у тебя чувство справедливости. Но это все усиливается. И когда он закрепится в твоем эфирном теле и начнет управлять твоими решениями, то недалеко до нарушения Уголовного кодекса. А ты уже по краю ходишь, потому что буллинг в сети — это уголовно наказуемое дело. Даже если ты просто написала там «ты дурак». Понимаешь? Какой ритуал или ключ закроет этот портал и превратит демона в союзника? Ну, тут жесткий ритуал нужен с перезаписью программы. Возьми черное зеркало. Можно обычное, заклеенное там черной тканью с изнанки. И вот ровно в 15:00, когда солнце вот светит под углом, поставь его на перекрестье вот теней в гостиную у себя. Понимаешь? И у себя или фломастером, или хной на левой ладони нарисуй перевернутую чашку. Это отсечет его канал подпитки. Понимаешь? И после этого разбиваешь яйцо в миску с соленой водой и выливаешь за домом, где у тебя перекресток за домом. Это привяжет его энергию вот к нейтральной территории, чтобы не дома было. Смотри, дома не пролей еще. И вот когда в следующий раз увидишь искажение в зеркале, выдохни ему в лицо, так, я не знаю, как сказать, изолятор шума, надеюсь, этот звук не срежет. Вот так выдохни и скажи: твоя ярость — моя сила. Это перевернет под ключ. И вместо паразита он станет твоим охранником от вот этих энерговампиров на работе. Да не только на работе, везде. Пока что ты этим энерговампиром становишься и, как говорится, носишь ему энергию на блюдечке с голубой каемочкой. Но после вот этого ритуала первые 3 ночи кошмары будут, потому что он будет сопротивляться. Не сдавайся. Ни в коем случае не сдавайся. И он будет тебе вот говорить: это тебя сглазила там соседка, все люди плохие, все мужики одинаковые. И вот это вот все, это от него.
чтобы ты была злой на весь мир. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечкам повезло, ну, это я так говорю, повезло с сарказмом. Демон Буни. Он, знаешь, он через трещины в энергетическом поле пролазит. И он связан со страшным судом. Он, знаешь, он на мертвых душах специализируется, на скрытых богатствах. Вот зеркало, оно как раз вот для него прямой портал, потому что ты недавно разбирала какие-то старые вещи, возможно, даже бабушки. И оставила старинное зеркало без чистки, а почистить надо было. И вот этот демон Буня, да, он цепляется за вот эту неосознанную связь с предками, особенно по женской линии. Твоя бабушка или прабабушка или прапрабабушка очень любила, как называется, картами игральными гадать. И теперь ее незакрытые вот эти расклады, они стали лазейкой, потому что расклады незакрытые были. Не совсем она понимала, что и как работает. И вот этот демон, он хочет использовать тебя как проводник. Он будет подбрасывать тебе вот, как сказать, во снах умерших, ну, образы умерших, в отражениях, чтобы ты начала передавать их послания. Его цель вот этого демона — это прорваться в наш мир через твою корневую чакру, которая ослаблена из-за родовой травмы как раз. И каждый раз, когда ты в зеркало смотришь, вот когда луна на зеркало падает, и ты смотришь, он вот этот активирует твой страх одиночества. Вот замечала, что вот в последние 3 недели по ночам вот в отражении тени мелькают. Это не игра света, нет. Это вот как раз вот этот демон, он отращивает щупальца в твоем пространстве. И на твои сны он начал влиять. Я, знаешь, вот это могло быть как сигнификацией, потому что ты это знаешь. Ты знаешь, что с твоими снами что-то не так. То ты хоронишь деньги, да? То ты еще вот что-то вот такое закапываешь, я имею в виду. Это его вот пробный шар. Он проверяет, готовы ли стать его вот этим не мегафоном, а рупором. В обмен, конечно, на ложное обещание богатства. И тебе снятся деньги, клады, закапываешь что-то такое вот, как сказать, дорогое. Алмаз, бриллианты и так далее. Какая твоя скрытая тьма притягивает этого демона? Денежные страхи и раздвоенность. Вот все в это упирается. Луна, она твою детскую травму вскрыла. Ты или вот в детстве стала свидетелем, как родители скандалят, и причем скандалят не, как сказать, не мягко, да, там переругиваясь, а вот сильный скандал. Из-за долгов скандал был. И вот с тех пор в твоем солнечном сплетении засел вот этот страх нищеты. То есть двойка пентаклей, она показывает, что ты до сих пор мечешься между жаждой денег и чувством вины за это желание. Ты стесняешься, вот если буквальный пример взять, ты стесняешься цену поднимать на свои услуги, когда остальные уже давно все подняли. Ты бессознательно демону даешь доступ, когда вот в панике пересчитываешь свои денежки. Там перед зарплатой, например. Наличку в книжке прячешь. Вот как раз вот этот Буни, он питается вот этой энергией денежной истерии. То есть он твою иллюзию подпитывает, что вот все средства хороши.
Например, там на прошлой неделе ты чуть не купила втридорого какую-то вещь для богатства, да, с сомнительным происхождением. То есть не оригинал, а вот какую-то подделку чуть не купила за огромные деньги. Это вот как раз его первый вброс в реальность был. Твоя главная тьма — это непрожитый гнев на твоего отца, потому что он бросил семью из-за денежных проблем. И вот носишь ты вот это вот, как вот монетку старую в кошельке, как оберег якобы. А это прямой якорь к этому Боне. Демон, он цепляется за твою вот эту двойную игру. Ты хочешь стабильности, но подсознательно ты веришь, что богатство — это предательство. И именно вот эта внутренняя война, она истончила твою защиту. Что этот демон шепчет тебе через отражение? Что хочет? Ну, он тебя тоже обрабатывает. Причем уже очень сильно взялся. Через смерть он сулит тебе освобождение от прошлого. Предлагает там фото сжечь родителей, связи родовые разорвать. У тебя даже были такие мысли в последние полгода сепарацию от родителей. Или там от матери и так далее. Восьмерка мечей, она вскрывает его план. Он хочет загнать тебя в ловушку ложного выбора, потому что сепарацию сделаешь, связь с родом оторвешь. Все, пипец тебе. И по ночам слышишь шепот у зеркала. Отдай долг предков, и деньги потекут рекой. Откинь от себя этих предков. И расклады на хранителя рода тебе никогда не резонируют. Расклады на совет от высших сил тебе никогда не резонируют. Ничего этого не сбывается. Оно не может. Извиняюсь. Оно не может. Потому что ты в голове сепарация — это уже первый шаг, понимаешь? И его цель — это сделать тебя вот вечным должником. Связь с родом ты оборвать хочешь. А вот как ты думаешь, вот даже если ты скептик, а к чему вот эта, как сказать, ниточка порванная прикрепится, как ты думаешь? Догадываешься, да. Вечный должник ты будешь. Каждое твое отражение он постепенно заменяет своими проекциями. Даже ты иногда вот подходишь к зеркалу, да, вот так, как сказать, мельком в зеркало взглянешь, и иногда не узнаешь свой взгляд. Это он готовит твое тело для вселения. И отпусти все, вот рот и так далее, мама плохая, хотя мама у тебя беспокоится просто о тебе. Это все ловушка. Демон хочет, чтобы ты сама сняла защиту с корневой чакры. Он играет на твоей усталости от борьбы, там, якобы борьбы с родителями. Он тебе внушает мысли, над тобой мама специально там не вовремя звонит. Потому что ты уже даже подумать не можешь, что у тебя мама звонит. Или звонит, не знаю, как правильно. Потому что о тебе беспокоится, а не чтобы тебе надоесть. Понимаешь? И она не видит, занята ты в это время или нет. А ты ей: ну, мам, я занята. Не вовремя ты. И он тебе, вот этот демон, подсовывает вот эти мысли. Все против тебя, они специально не вовремя звонят, да? Ну или звонят, не знаю, как правильно. И он тебе будет говорить: попроси меня и получишь 1 000 000. Обруби связь с предками, получишь еще 1 000 000. Но плата будет твоей независимостью.
Буни вот этот, он, знаешь, он стремится заменить твою волю своей. В марионетку тебя превратить вот для сбора душ. Процесс он начал. Вот внезапная слабость в правой руке, да? Там в зеркало посмотришь, сильнее вроде болит. Это вот его первый физический захват. Какой ритуал или ключ закроет портал и демона в союзника превратит? Ну тут конкретно, знаешь, по четверке пентаклей нужно перекрыть все денежные щели. То есть, вот проведи, нет, диспансеризацию слова забыл. Когда бухгалтер все просчитывает, как называется слово, ты забыл, подожди. Не аудит, не инвентаризацию или вот проведи инвентаризацию всех своих денег. Всех денег. Также скотчем трещины на зеркалах заклей. Зеркалах. Бабушкино зеркало замени на новое. Но сначала заверни в черную ткань, причем с солью. Ну, не надо прям соли, как говорится, мешок, да, просто посыпь. Шестерка кубков, это, знаешь, это ритуал с детской фотографией твоей. Найди свое фото, где тебе лет 7, где ты счастлива, и положи его перед чистым зеркалом в гостиной. По кругу расставляй 6 белых свечей. А в полночь просто 3 раза скажи: «Долги предков не мои кресты». Понимаешь? И сожги фото в железной миске и под молодое дерево. Ну, я имею в виду, знаешь, я начал уже говорить у себя в голове, а не произношу. То есть сожги вот это фото в железной миске, пепел высыпь под молодое дерево. Это вот переключит демона на защиту твоего пространства. Вместо вот атак он начнет отгонять всяких вот этих энергетических паразитов. Но главный ключ тут это, знаешь, отношения с деньгами, с родителями, с родом нужно пересмотреть. Понимаешь? Обязательно. И тогда Буня станет союзником. Только если, конечно, ты жестко ограничишь его зону внимания. Понимаешь? Вот такой сегодня тяжелый чего-то расклад. Третий расклад очень тяжелый. Я немножечко устал. Всегда помни, что дед всегда рядом.